Всем привет! Вы на канале Шить для себя это удобно. Сегодня мы сошьем с вами вот такой бомбер. И он будет из меха в сочетании с шерстяным трикотажем. Конечно же, на подкладке. Мех я не покупала. У меня на канале есть шуба мамина, которую я переделала. И я вот снизу отрезала здесь, наверное, сантиметров 45. Вот. И мне жалко выбросить такой хороший мех, он очень качественный, посмотрите. А так как в этом сезоне очень модный искусственный мех, я решила использовать его в дело. Докупила шерстяной трикотаж, на мой взгляд, подходящий по цвету. Размещу полоску вдоль, как показано на рисунке. Посажу все на подкладку стеганую. И будет у меня теплый бомбер, ну или куртка. Если рассматривать эту куртку, то она, скорее всего, будет стоечка-воротник, если получится, то из меха, а изнутри либо на подкладке, либо на шерстяном трикотаже. Внизу обвяз, вот, либо из этой ткани, либо дополнительно я приобрету черный, вот. Рукава трикотажные, и спинку, и перед я хочу полностью меховую. И посередине будет молния. Вот такая задумка. Длина его всего лишь 60 сантиметров, слегка укороченный. Если мне будет удобно разместить в боковых швах карманы, я это сделаю, но это не точно. Вот, значит, что нужно для построения такого бомбера? Нужно обхват груди, у меня в данный момент 104, прибавка по обхвату груди 16. И замерить обхват бедер на уровне окончания бомбера длины. То есть у меня здесь 110 и прибавка будет 10. То есть если сложить эти величины, на ширину сетки мы выходим 120. Вот такой бомбер. И мы сейчас быстро его построим. Рукав тоже быстренько построим, и потом уже на основании этой базовой конструкции без выточки, так же как я строила жилет и трикотажные изделия, я дальше начну соединять мех между собой. Посмотрите, как он здесь изнутри соединен. Он соединен либо вручную, либо на оверлоке. И я тоже буду пытаться эту длину 60 сантиметров набрать. То есть здесь будет сантиметров 40, и сюда буду дотачивать кусочки. И по спинке, ну типа кокетки получится. Ну и постараюсь, чтобы это было не сильно заметно. И по спинке тоже получается. Здесь вот на этом участке будет сточная часть. Ну постараюсь, конечно, рассказывать про обработку узлов, но не очень подробно. Начинаем мы, как всегда, с базовой основы. Это базовую основу, которую я строила, и как ее построить, вы всегда сможете увидеть под видео. Ссылки на нее есть. И построение макета в том числе тоже есть. Смотрите. Значит, для чего я ее оставила? Для того, чтобы переснять все горизонтальные линии. То есть я хочу начертить новую сетку чертежа. А вот эти все расстояния у меня сохраняются. Я накладываю и переснимаю длину переда, длину центра, длину до бедер. То есть все эти линии переснимаю, переношу. Их можно просто построить, но я не хочу, хочу просто переснять. Укладываю. И вот таким образом наношу все линии. Это линия талии. Дальше линия груди. Линию проймы тоже намечу, чтобы ориентироваться.
И затем высоту по переду и высоту по спинке. Итак, все горизонтальные линии я перенесла. Низ, талия, грудь и это верхняя точка. Обратите внимание, у меня спинка и перед абсолютно одной длины. Даже спинка иногда варьируется, бывает чуть больше. Вот, поэтому вы откладываете свою величину. Если у вас длина переда выше, у вас будет выше. То есть у каждого своя сетка. Теперь мы поговорим о горизонтальных линиях. В вертикальных линиях ширина сетки в моем случае должна быть 60 сантиметров, потому что прибавка по груди я добавляю 16, это 120 сантиметров разделить на 2,60, и по бедрам у меня также получается 60. В вашем случае вы добавляете такие же прибавки и берете ширину сетки по максимальному объему. Если у вас бедра больше, значит берете величину по бедрам. Если по груди, то значит величину по груди. Я в данный момент откладываю и по линии груди откладываю 60 сантиметров. Второе. Вы измеряете ширину спинки, и прибавка составляет 2 сантиметра. Это перед 2 сантиметра прибавка, а по спинке 4 сантиметра. Я откладываю свои значения, у меня получается 20 и 22. И теперь это середина переда, это середина спинки. По линии груди я откладываю в моем случае 20 сантиметров сюда и провожу перпендикуляр до линии. И с той стороны 22 сантиметра. И тоже провожу перпендикуляр. Мы строим с вами основу для плечевого изделия, верхнюю одежду. Вот. И теперь пройму делим пополам. У нас получилось 17,5. Мы ее делим пополам. Можно сместиться немножко вперед, в зависимости, какая часть у вас более явно выражена. Я вот все 17 поделю следующим образом. Я чуть-чуть смещусь вперед. У меня так лучше садится одежда. То есть можно вот так взять и пополам поделить всю сетку. Можно сместиться сюда. Это все очень-очень индивидуально. Итак, чуть больше. Вот так. И проводим вниз перпендикуляр. Я же хочу в боковом сделать карманы, и чем ближе они будут сюда, тем мне будет комфортнее. Поэтому делаем так. Вот. Теперь очень важно отметить центр груди. В моем случае это 10 сантиметров. Вот здесь вот центр груди. Это ширина спинки. Ширина спинки плюс 2 сантиметра, переда. А здесь ширина спинки. И все это, конечно, нужно делить пополам. И все это делим пополам. Вот таким образом. Теперь это можно поделить пополам, можно с небольшим смещением. Я напишу вам, что делим пополам. Все. Теперь от центра груди, это точка. В моем случае нужно отложить 28 сантиметров. Это высота плеча косая переда от центра груди. И вот так себе провожу дугу. Провожу дугу. Откладываю в сторону 9 сантиметров
Это ширина горловины для верхних изделий. Вот. И теперь от этой точки откладываю высоту плечо плюс 1 сантиметр. В моем случае у меня плечо 12,5 плюс 1 сантиметр. Это прибавка. У меня получается 13,5. Вот здесь. И провожу линию. Это получается плечо. Значит, использовали длина плеча плюс 1 сантиметр. Здесь я отложила 9 сантиметров. Вниз опускаюсь на 10 сантиметров. Здесь 10 сантиметров. И отрисовываю линию горловины. От центра груди вверх откладываю длину плеча косая от центра груди. И получаем вот эту точку. Теперь нужно нарисовать пройму. Вверх поднимаемся на ту же самую величину. И прорисовываем. Можно использовать лекало. Можно на глаз. У меня получилось 4,5 сантиметров, если по биссектрисе. У меня так. Но все это уточняется на примерке. Здесь обязательно прямой угол сначала. Вот здесь. А потом плавненько выходим в эту точку. Вот так. И теперь переходим к спинке. Спинке тоже очень просто. Точно так же от середины откладываем 9 сантиметров. В моем случае я опускаюсь на 4 сантиметра. Я сутулая, поэтому у меня так получается. Вот, и оформляем росток. Теперь откладываем от середины линии талии высоту плеча косая. В моем случае она 44 сантиметра плюс 1,5, это 45,5. Я откладываю 45,5. Сейчас отложу 46. Вот тут. И провожу точно так же дугу. И от точки откладываю 13,5 сантиметров. У меня получается вот здесь. И провожу линию. Линию плеча можно расширить где-то на сантиметр. Эта часть будет припосаживаться. Здесь оформляем следующим образом. Вот эта точка 1, а здесь должна быть точка 2. Поднимаемся где-то на сантиметра 2 вверх. Теперь под прямым углом начинаем прорисовывать. И плавной линией выходим в эту точку. Если здесь было 4,5, то здесь, скорее всего, будет точно 5 или 5,5. Сейчас поставлю 5,5. Да. И вот таким образом прорисовываю. Возьму сейчас лекало и плавную линию отрисую. Все, спинка и полочка готовы. Нам сейчас нужно единственное, что будет сделать, чтобы было удобно, перенести, в моем случае, у кого хорошо садится одежда по такой выкройке, то этого делать не обязательно. Для людей сутулых повторяйте за мной. Вот. В случае, когда перед чуть выше есть грудь, этого делать не нужно. Значит, вот здесь я для вас отмечу, что здесь
Высота плеча косая я отложила. И плюс 1,5 сантиметра. И теперь от передней половинки отступаю 0,7, а здесь где-то 1,5 сантиметра отрисовываю. Это будет линия плеча, то есть я опускаю себе линию плеча по переду. Так делаю на верхних изделиях. И добавляю со стороны спинки. Это удобно сделать, добавить вверх с помощью какой-нибудь бумажки. А можно просто отрезать этот участок и туда прилепить. Что я сейчас и сделаю. Вырезаю детали. И на основании вот этой проймы мы можем уже построить рукав. Хочу уточнить такой момент, что линия полузаноса мне не нужна, потому что у меня здесь будет молния. Я просто здесь сделаю припуск 1,5 сантиметра для того, чтобы его подвернуть. И на этом участке будет молния. Все. По-хорошему, здесь даже шов не обязателен, но мне его придется сделать из-за того, что я хочу карманы. Отрисовала, заштриховала участок, который буду отрезать и переносить в сторону спинки. Прежде чем вырезать, замерьте сразу на чертеже, так будет удобнее. Длину проймы переда, длину проймы спинки я свои величины выписала. И высоту проймы, в моем случае она 24 сантиметра, нужно отнять 4 сантиметра. И высота оката, я здесь напишу, высота оката в этом случае будет 24 минус 4, итого 20 сантиметров. И вот из расчета этих величин мы с вами построим рукав. Теперь я беру бумажный скотч и вот таким образом выравниваю здесь, желательно и здесь все выровнять. Вот здесь будет припосадка, поэтому я спокойно вот здесь тоже выравниваю и отрезаю. То есть отрезаю от переда и переношу на спинку, то есть удлиняю спинку. Не забываем здесь припосаживать. Так как у меня мех на трикотажной основе, у меня это получится сделать. У тех, у кого не явно выраженные лопатки, не круглая спина, этого делать не обязательно. Можно уложить и выровнять. Здесь сделать ровненько. В моем случае это нужно обязательно. Вот так. Все. Есть еще нюансы, которые я расскажу вам в процессе уже пошива. Это в том случае, если я буду делать так называемый обвяз, тогда я вот здесь отступлю сантиметров 5. И вот здесь вот этот участок будет из обвяза. Это первый способ. Либо же я наоборот удлиню, сюда кусочек пришью, ну и останется такая длина. Это уже нюансы, о которых я, конечно, скажу, как я сделала. Вот такая выкройка. Приступаем к построению рукава. Я предвижу вопросы, потому что сутулых не так много, а много женщин, у которых большая грудь. И в этом случае у них получается вот эта часть очень высокая, и вот здесь будет очень много свободы, и без выточки они не обойдутся. Я предлагаю вам либо уже смоделировать выточку, и сделать базовую основу, у меня есть тоже на канале, с выточкой, и использовать ее. Если же вы хотите без выточки, как у меня, тогда вам нужно сделать таким образом, чтобы разница между передом и спинкой была не больше 2 сантиметров. Вот, и вот этот участок схлопнуть
до нужной высоты, чтобы у вас получилось приблизительно то, что у меня. В этом случае поднимается вот здесь, естественно, бок, смотрите, да, на вашу величину выточки. Вы вот здесь схлопываете, я показываю на примере своего. У вас выравнивается и плечевая точка, вот здесь поднимается, обрезаете и эту же величину добавляете вниз. Это в том случае, ежели у вас большая грудь и вы хотите без выточки сделать себе основу. Это индивидуальные фигуры, для этого нужна другая тема. И если у меня будет женщина с такой фигурой, желающая шить себе бомбер без выточки, я, конечно же, уделю этому внимание. На данный момент я показываю вам, как я приблизительно на свою вот фигуру с выпуклостями лопаток, я немножко сутулая, я делаю вот такую простую выкройку и сошью себе бомбер, теплый бомбер. Для построения рукава нам нужен обхват руки на уровне проймы, и прибавка будет составлять 12 сантиметров. В моем случае обхват руки 34 плюс 12 получается 46. И с чертежа мы взяли с вами высоту оката, равную 20 сантиметров. Высота оката переписываю 20 сантиметров. Мы, конечно же, потом все промерим, сравним с выкройкой и что-то, может быть, изменим. Начинаем построение. Рукав начинаем строить. По ширине откладываем значение, которое у вас получилось. В моем случае это 46 сантиметров. Делим пополам. Вот, получается точка. И от верхней точки откладываем 20 сантиметров и проводим линию. Не уверена, что виден зеленый цвет, поэтому, наверное, нарисую все синим. Вот так и вот так. Значит, это верхняя точка. И делит лист бумаги пополам. Значит, в верхних изделиях добавляйте к длине рукава вниз сантиметра 3-4 и проводим низ рукава внизу. Вот так. По низу у меня 32 сантиметра. Я сразу отмечаю по 16 в каждую сторону. Локтевой выточки у меня не будет, потому что буду использовать трикотаж. По 16. Это сразу определила. И со стороны спинки будет опускаться где-то на 1,5 сантиметра внизу, чтобы было понятно. Вот это необходимо сделать для того, чтобы низ здесь не подстреливался. Это удобно, когда так делать. Потому что здесь локоть, он будет постоянно натягивать. Что дальше? Надо все эти участки еще поделить пополам. Вы можете отрезать и складывать просто бумагу пополам. Это тоже удобно. Вот, я делю пополам. И поднимаю вверх перпендикуляры. Это ориентиры. Просто ориентиры. Четвертая часть рукава, одним словом. Вот. Теперь вы можете нарисовать треугольник, как обычно я строю. Ничего нового я вам не покажу. Все то же самое, что и всегда. Просто построение на уже другие объемы. Все, значит, дальше мы делим эти участки
либо на 3 части, либо на 2 части. Вот. Ну, и мне нравится, когда этот участок делим на 3 части. Мы измеряем вот этот участок. У меня получилось 30, делим пополам. Получается, вот здесь это половина, а нам нужно по 10 сантиметров. Значит, вот и вот. Значит, это те точки, на которые мы ориентируемся. Здесь поднимаемся со стороны спинки сантиметра на 2. Вот. А это точка, через которую мы пройдем. И можно, здесь 2. И аккуратно вот так проводим. Здесь мы опускаемся где-то 0,7. И проводим со стороны спинки рукав. Вот. Со стороны переда делаем аналогично. Вот так можем эти точки перенести. И тоже приподнимаемся в этой точке где-то на 1,5 сантиметра. И здесь на 1,5 опускаемся. И тоже под перпендикуляром, конечно же. И вот так прорисовываем рукав. Все, здесь у нас 1,5. Сейчас мы еще рукав сложим и посмотрим, может быть, где-то подрежем или опустим. И эти точки, вот эти точки, мы сначала соединяем прямыми линиями. Я проведу вот так пунктирными. Вот, с одной и с другой стороны. Здесь со стороны локтя будет небольшая припосадочка, совсем небольшая, чтобы уравнять вот эти срезы. Здесь же мы опустились. И теперь где-то в районе середины, вот здесь на уровне локтя, немножко я вот так приталю. Обязательно промерьте свою руку на уровне локтя, чтобы у вас все прошло и была, конечно же, свобода. Это тоже важно. Я сейчас рукав вырежу и покажу, что получилось. Рукав мы с вами построили. Так он выглядит. Вот этот участок мы поделили на 3 части, взяли 1/3, подняли со стороны спинки. Вот эта спинка. Мы поднялись на 2 сантиметра, со стороны полочки на 1,5 сантиметра. Здесь опустились тоже на 1,5 сантиметра, а здесь опустились на 0,7. Вот так у меня получилось. Теперь нужно сложить, перегнуть пополам. И передняя половинка, сейчас я выделю, чтобы было видно. Должна иметь вот такую конфигурацию. По переду должна быть больше выборка, чем по спинке. Вот так. И еще важно сложить его рукав к середине, чтобы посмотреть, как плавно или не плавно вот здесь будет под проймой. По-моему, все плавно. Вот, оставляем. И теперь нужно промерить, подходит ли этот рукав к этой пройме. Вот, это у нас спинка. Проверяем и отмечаем, сколько же будет посадки. Но я так думаю, сантиметра 2 посадки в любом случае должно быть обязательно. Вот как мы проверяем. Я укладываю рукав, а потом начинаю по пройме прокручивать. Вот смотрите, вот. По рукаву, вернее, прокручиваю. И смотрю, где на рукаве останавливается. Вот где. И ставлю себе отметку. Вот здесь.
посередине. И теперь то же самое делаю по переду. Укладываю и прокручиваю осторожно пальцами. И у нас выходит, что вот сюда мы попадаем. Вот практически 1,5 сантиметра посадки. Это отличный результат. Вот смотрите, какая посадка. И у нас все очень хорошо получится. По низу, смотрите, по низу у меня чуть-чуть приподнимается, а по спинке чуть-чуть опускается. Все, приступаем к раскрою. Я начинаю укладывать наперед свою деталь меха и смотреть, сколько мне не хватает для того, чтобы получилась полноценная полочка из меха. И я начинаю творить. Свое лекало я укладываю на изнаночную сторону. И вот с помощью обычного фломастера укладываю настолько, насколько у меня помещается. Видите? И загибаю эту линию вот со стороны спинки. Все, теперь точно так же могу выкраивать дальше, но мне нужно с этой стороны будет точно такой же рисунок. Вот такая продольная линия, которая мне понравилась. И я, получается, с этой стороны у меня будет стачиваться. И вырезаю еще один кусочек. И, скорее всего, либо вручную по краю, либо на верлаке цепным стежком буду соединять все внутри шовчики. Я вам сейчас поближе покажу, как здесь соединены детали. Посмотрите. Можно даже вручную через край. Попробую на верлаке. Но мне кажется, нужно будет это все вручную соединять. Итак, я решила соединять все свои детали на верлаке, убрав нож. Вот я нож подняла. И теперь аккуратно вот так заправляю мех вовнутрь. И уже без ножа соединяю. Вроде бы получается. Лень мне, конечно, все это вручную соединять. Ищу способы, как можно сделать легче. Ну вот что получается. На мой взгляд, хорошо. И я, наверное, именно так буду продолжать. Работа трудоемкая. Я никуда не спешу. Главное заправлять мех. И нужно, чтобы швы были эластичные. И вот когда все детали соединю, только после этого швы приутюжу, я буду уже кроить подкладку на основании уже полученных деталей. Вот. Я имею в виду не до сборки, а вот кокетки попристрачиваю. Вот сейчас я средний срез соединяю по спинке. Ну, вроде бы неплохо. Вот что получается. Смотрите. Вот, потому что трикотажный шов, и когда разворачиваешь, он нужно аккуратненько потом вот так будет распушить. И смотрится хорошо, на мой взгляд. Я продолжаю соединять все детали. Итак, кокетки я все присоединила. Так выглядит с лица, так выглядит с изнанки. Попыталась приутюжить. На самом деле не советую приутюживать, потому что заламывается мех. Я воспользовалась вот такой расческой. Вот, и вот так вот повытаскивала из шовчиков все волосики. Получилось вроде бы неплохо. И так со всеми деталями. Теперь, когда у меня есть уже готовая спинка, я уложила и выкроила точно такую же подкладку. Вот, выкроила рукава. У рукава тоже подкладку. Подкладка выкроена до сгиба нижнего среза. Этого будет достаточно. А так все остальное также. Вот, и покажу сейчас перед. Значит, смотрите, уже вырезана подкладка. Точно таким же образом. Кокетка присоединена, и на основании этих деталей вырезана подкладка. Точно так же все сделала. И вот смотрите, я скроила так, на вот где-то
чуть дальше центра груди у меня здесь проходил шов. Я наметила там, где будет у меня карман, хочу подпороть и на этот участок сделать просто обычный карман с карманками. Они будут выглядеть следующим образом. Вот так. 14 сантиметров вход в карман. Хочу подобрать где-нибудь такую темную ткань, чтобы эта часть, та, которая может быть видна, была не светлая, как подкладка, а все-таки темная, а другая часть будет светлая. Вот. И затем распорю этот участок, к одной части пришью эту подкладку, а к другой части другую подкладку. Ну, давайте представим, что это другая подкладка. И потом вот так соединю и вокруг соединю. То есть мне нужно сделать отверстие, и к нему может даже практически вручную я пришью две подкладки. И здесь будет отверстие, такой карманчик. Вот. Я продолжаю соединять подкладку обычным способом, точно так же. Плечевые, боковые, и втачиваю рукава. И то же самое делаю с меховыми частями, только они будут соединяться на верлаке, а подкладка на обычной машине. Итак, жилет уже я собрала. Рукава не пришиты, значит еще не бомбер, жилет. Вот так это выглядит, смотрите. Соединила по всем швам, так как показывала на верлаке. Еще я сделала карманы. Вот в этих швах разрезала на участке, пришила к одной стороне вручную практически подкладку и с другой стороны. И потом обработала по кругу. На верлаке их обрабатывать не обязательно, потому что это будет под подкладкой. Так выглядит с лица. В дальнейшем собираем рукав по переднему шву. Теперь обязательно все низы я дублирую. У меня флизелин бумажный тонкий, вот так пошире, чтобы здесь ничего не растягивалось. Аналогично, естественно, делаю на подкладке. Все то же самое. С подкладкой делаем все то же самое. У нас еще не вырезан воротник. Я его буду, скорее всего, делать из кусочков. Поэтому как получится. Вот. И подкладку собираем точно так же, как и верх. Вот, я ее тоже собрала. Все то же самое. Швы, решила растрочить. Вот так. Значит, планирую молнию вставлять, переходящий в воротник. Вот так, как воротник стоечка планирую. Поэтому сейчас молнию не показываю и ничего с ней не делаю. Скорее всего, по низу будет обвяз. Тоже молния будет входить в обвяз по краю. Обвяз хочу, наверное, все-таки черный. Не очень мне нравится рыжий. Что-то, не знаю, кажется, будет черный лучше. Вот. И, конечно, некоторые этапы буду показывать. Перед тем, как вшивать рукава, их нужно собрать на дополнительную ниточку по окату. Я еще делала строчку по всему окату, потому что, чтобы не растягивалось, это трикотаж. После этого, как я подсобрала вот здесь головку, соединяем боковой с боковым и вметываем. Сначала можно наметать, естественно, совмещая центр головки рукава с центром по спинке, вот здесь, а все остальное перераспределяем по всей длине. Аккуратно перераспределяем. Для новичков шить шубы, конечно, очень неудобно, потому что мех нужно постоянно заправлять вовнутрь, вот так. Поэтому наметываем, еще раз наметываем. Даже я иногда в некоторых местах наметываю, потому что все съезжает. Вметываем рукава здесь на основном изделии, вметываем рукава на подкладке, там нет никаких сложностей.
Вот, и после того, когда пришьем уже воротник, то есть его смоделируем сначала, будем соединять подкладку с основным изделием по рукаву и уже по горловине. Молния, я думаю, будет самая-самая последняя. Что же я сделала на данном этапе? Ну, во-первых, вшила рукава. Вот как это выглядит с лица. Посадка правильная, я проверяла. Вот, смотрите, вшила. И да, вот забыла сказать, что по головке рукава еще флизелин я прикрепила, чтобы было пожестче, потому что очень рыхлая ткань. Теперь я решила, что рукав от подкладки я сразу вошью по низу, вот здесь. Так будет удобнее. То есть я его стачала и по низу соединила, потому что потом всю крутить куртку очень неудобно. И вот теперь, смотрите, вытаскиваю рукав, укладываю его сюда. Подкладка у нас уже соединена. И теперь нам нужно соединить, втачать рукав. Для этого мы так закалываем и вметываем по кругу рукав. Получается, вот с этой стороны я вметала. Получается вот так. Все очень аккуратно и четко. Почему я начала сразу вметывать подкладку? Потому что меховой воротник у меня не получается. И на месте воротника будет обвяз. Это трикотажное полотно. Вот сюда, как на обычном свитшоте, я буду вшивать. Этот момент вам покажу. И точно такой же обвяз будет внизу. Вот. Ширина моего обвяза где-то сантиметров 7. И он будет по всей окружности бедер. И уже последней строчкой я буду пришивать молнию. Молния будет входить и в обвяз сверху, и снизу. Вот такая задумка. Надеюсь, у меня все получится. Все, куртка у нас с подкладкой соединена. Вот так это выглядит. Останавливаем горловинку, чтобы она была абсолютно одинаковая. Излишки обрезаем. И теперь измеряем горловину. Отнимаем сантиметра 3-4. Мой обвяз, он двойной. Он еще обработан на оверлоке. У меня возникла идея разрезать его, чтобы он был вот там в развернутом виде. Одну часть пришить к шубке, а вторую часть пришить к подкладке. И потом по этой строчке изнутри соединить. Мне кажется, так будет шов более деликатный. Вот. И длина моего обвяза 25 сантиметров. Вот. Если мне покажется, что маловато, ну, значит, придется немножко его еще укоротить. И я вшиваю, укладываю одну часть к шубке. Тут иголочка. Вот смотрите. Аккуратно укладываю и начинаю притачивать по всей горловине. А эту часть с той стороны вот так притачиваю тоже по всей горловине, но уже подкладки. Аналогичным образом я буду пришивать по низу. Все то же самое. Получается, участок на молнии у нас будет открыт. Если рассматривать с изнанки, вот что получилось. Часть пришита к подкладке и часть пришита к основной шубе. Теперь это поворачиваем на лицо, чтобы посмотреть. Вот что получается. Вот такой обвяз по шубе. Конечно, шов нужно приутюжить слегка, только не сильно. И когда мы молнию с одной стороны вошьем, нужно будет с изнанки скрепить эти два шовчика между собой по всему периметру. Ну и, конечно же, приутюжить сам обвяз, чтобы он красиво лежал. Вот эти все вещи, там, где волосики зашли, нужно чем-нибудь вот так повытаскивать. Так,
и по рукавам, и везде, где есть шовчик, чтобы было красиво. То же самое я делаю по низу. И потом молния. Итак, манжет по низу тоже пришит. Абсолютно аналогичная история. И теперь со стороны меха я прикладываю от сгиба молнию, прикалываю ее. И мне нужно будет проложить строчку. Вот так, по всей длине, заходя на манжет и останавливаясь возле сгиба. Значит, отрезаем молнию, убираем зубчики, ненужные нам. Вот этот ограничитель переносим сюда. Вот, и кончики заворачиваем вовнутрь сюда. Потому что будем вот так, когда разворачивать, они останутся на изнанке. Затем с этой стороны мы можем изнутри подлезть и застрочить подкладку, а с другой стороны придется пришивать вручную. Вот такая задумка. Я думаю, что все у нас получится. Как я это делаю под машинкой, к сожалению, показать не могу. Очень объемная куртка. Но сначала притачиваем молнию к меховой шкурке, а потом через вот эту часть, через эту подлазим и в ту же строчку пришиваем подкладку. Так выглядит почти готовая куртка. Смотрите, я молнию вшила, с этой стороны подлезла и на машинке прострочила. Так это выглядит. А вот и все это я достала через вот это отверстие с другой стороны молнии. Через нее же закрепила воротничок, одну деталь с другой, вот так по всей длине. И то же самое сделала по низу. Вот, скрепила просто через верх, вот так заметала. И оно теперь не расходится. Вот так. И теперь мне осталось аккуратно вот такой ниточкой полупрозрачной заметать край вот здесь. И куртка будет готова. Постараться это сделать аккуратно. Ну вот, бомбер готов. Я его закончила. Так он выглядит со стороны изнанки. Эта сторона пришита изнутри, а эта сторона пришита ручными стежками. Рукав из шерстяного трикотажа. Немножко можно загнуть, можно оставить так, по вашему желанию. Со стороны спинки вот что получилось. Те изменения, которые я вам не показала, на вот это место я вставила резинку под молнию и настрочила полоски. Таким образом обвяз стал попрочнее, и точно так же сделала по низу все то же самое, потому что тот трикотажный обвяз, он был слишком хлипкий, мне не понравился. Вот, это то, что я вам не показала. Мне нравится. Для того, чтобы ездить за рулем, очень удобная штучка. Она не длинная, не короткая и, самое главное, очень-очень теплая для того, чтобы дойти до машины. Если вам понравился мой мастер-класс, ставьте пальчики вверх, нажимайте на колокольчик, и вы первыми узнаете о всех новинках, которые выходят на моем канале. И всем творческих успехов!